Как видно, как слышно. Бонжур. Ау, есть кто-нибудь со спортсменов или одни лентяи тут в эфире? Когда вы там уже тренироваться начнете, блин? Уже весна. Ау. Люди, люди, вы где? Почему вы не приходите тренироваться, а? Потом сами будете тренироваться. Сегодня, ребята, сейчас баскетбол, разминка. Орлан, привет, привет, друг, молодец. Важная тренировка сегодня, хорошо, что не пропускаешь. Вот. Ребятки, не забывайте лайки ставить, там сообщение писать, чтобы статистика была у меня, чтобы я не зря прыгал, тут бегал. Сегодня буду показывать, как атаковать и как отходить с линии атаки. Вот. И упражнение комплексное на ударку. То есть как все удары в комплексе, да, прорабатывать. И упражнение, которое поможет, да, в случае, если надо там резко уйти, допустим, с атаки, или же наоборот сделать атаку. Вот, покажу упражнение, научу, как делать. И бой с тенью сегодня будет. Сегодня доделаю весь уже, да, для новичков, для основы бокса. Уже сегодня закончу. Вот, для начинающих. И завтра начинаю тренироваться по своей программе. Буду вести эфиры. Но буду делать свои тренировки, потому что уже пора начинать тренироваться. Сегодня будет финальная, да, финальный эфир. Вот сегодня расскажу. Про апперкот еще. Сегодня апперкот, как поставить. Вот. Спасибо за лайки, ребята. Как поставить апперкот и как отработать в комплексе все удары. Еще раз сделаем. И покажу, как идти в атаку, да, и назад отходить. Это быстрый прием, такое есть упражнение специальное, вот, с классического бокса. Вот, научу вас. Сейчас разминка мячом, баскетбол. Вот, минут 10 где-то я буду делать. Вот. Всем рекомендую, ребята, да, выходить. Кто занимается боксом, разницы нет, чем вы занимаетесь. Спасибо за лайки, ребята. Активные игровые... Спасибо, ребята, за лайки. Активные виды спорта, да, баскетбол, футбол, надо все равно по-любому если даже занимаешься боксом, надо раз в неделю выходить, чтобы... Спасибо за лайки, ребята, большое. Выходить, чтобы прорабатывать ножки, да, двигаться. Спасибо, Орлан. Орлан, супер, молодец, спасибо большое. Спасибо, ребятки. Да, сегодня будет важный эфир, будет. Сегодня хорошую информацию такую дам, которая пригодится. Вот, для боксерчиков, да, для пацанчиков. Кто начинает. Я в Бельгии, друг. Вот, сегодня будет Хусан и мама. Сегодня будет, ребята, такая тренировка. Вот. Так что сейчас 10 минут разминка. Кто хочет, можете посмотреть, а у кого нет времени, завтра выложу видео, но бывает то качество, то еще что-то с видео. В принципе, все видеоэфиры, все можно найти в профиле. Вот, сегодня, пацаны, крайняя тренировка будет для новичков. И завтрашнего дня буду вести стримы, вот, как я тренируюсь. Ничего, это нормально, все, привет. Вот. И завтрашнего дня начинаю стримы вести со своих тренировок лично, то, что я делаю. Вот, ребята, кто не знает, может какая-то новая, спасибо за лайки, ребят. Новая информация, вот, приходите в эфиры. Если в эфир поздно, вот ребята многие пишут поздно. Вот, всегда остается в профиле. Пацаны, всегда видео в профиле и информация. 100% вам даю, что будет такая информация, которую многие... Орлан сегодня молодец, меня поддерживает, брат, спасибо большое.
Вот, информация будет такая, которую большинство людей не знает, потому что я много где тренировался, и в Европе, да, и в Украине, и, ну, по Европе уже поездил. Многие, это старая школа, да, ну, мне 40 лет, пацаны. Вот я еще прошел, да, еще с 90-х годов, там кучу упражнений и всякого всего. Вот, поэтому подписывайтесь, да, приходите в эфиры, заходите в видео, смотрите, может что-то найдете для себя полезное. Не может, а точно найдете, 100%. Вот. Это упражнение, да, для ловкости. Мячом стукаешь, раз, два, двойку кинул. Раз, два, двойку кинул. Раз, два, двойку кинул. Для начала двоечку делаем, да, потом уже как приловчитесь, да, раз, тройку начинаем делать. Вот. Блин, этот костюм скользкий, пипец, спадает микрофон. Надеюсь, придет время, когда у меня вот это все будет. Ноутбуки, там вот это оборудование, потому что я столько мороки с этими микрофонами, самое дешевое взял все, ну, потому что денег, да, со своего кармана все трачу. Ой. То говорят, микрофоны лучше надо брать, для эфиров ноутбук нужен, я все с телефона делаю и монтирую, хорошо, что телефон хороший. Вот. Такое, ребята, упражнение для реакции, раз-два, раз-два. Пока бегаете, да, поделали. Побежали, попрыгали, вот, развернулись туда, попрыгали, развернулись сюда, покидали мячик. Прыгаем и кидаем, чтобы ручки и ножки работали. Прыгаем и кидаем. Вот. Надо так побегать, чтобы вы были разогреты. И еще, ребята, советы, да, ребятам, кто занимается боксом. Не знаю, рассказывают вам тренера или не рассказывают. Старайтесь бегать на носочках. Старайтесь учиться бегать на носочках. Баскетбол. Ну, понятно, если вы в футбол будете там бандой играть, да, ты ж не будешь бегать на носочках, там, ну, скажут, что рехнулся. Для себя. Вот, всегда бежишь, баскетбол, да? Старайся двигаться на носочках. Это мои рекомендации, потому что, особенно если ты делаешь кросс, бегаешь, да? Если ты бегаешь по асфальту, не по земле, и вдруг кроссовки, да, подошва, всегда кроссовки для бега, для баскетбола должна быть мягенькая подошва. Мягенькая подошва или же резина, зал должен быть, либо же, ну, лучше взять, пусть даже зал будет резина и трава, лучше. Спасибо большое, Орлан. Орлан, спасибо за поддержку. Я что-то придумаю тебе, какой-то приз. Призовое видео какое-нибудь, ссылочку, там у меня же есть закрытый, я сделал уже там. Вот. Так что, пацаны, всегда хорошие, мягкую кроссовки надо выбирать с мягкой подошвой. И когда начинаете бегать, уже кроссы, сейчас весна, да, начинать бегать кроссы, начинайте бегать на носочках. Учитесь бегать на носочках. Во-первых, вы развиваете мышцы, те, что нужны в боксе, да, ты когда удар делаешь, ты носочек поднимаешь вверх, вот, и летит рука, вот, у тебя носочек вот поднимается. Вот, это то же самое, вот ты бегаешь. Учитесь бегать, лучше пробеги 1,5 километра на носочках, медленно продышись, чем ты пробежишь 5 на пятках. Во-первых, почему? Потому что когда ты на пятке бежишь, вот это твое стуканье, оно отдает на органы, на внутренние. На селезенку, на печенку, на почки. То есть вообще не рекомендуется бегать, вступать пяткой. Не рекомендуется. Но перед тем, ну, будет отдельная тема, я начну, когда начну бегать, я расскажу полностью о беге. Как правильно делать, как правильно бегать, какую обувь выбирать. Вот, но сегодня, так, в общем, просто подчеркнем, что учитесь бегать на носочках, Это те, кто занимается, ребята, кто занимается боксом, да, и боевыми искусствами, учитесь, потому что вы, все равно ты бежишь. Ну, ты все равно побежал, вышел, размялся и побежал. Беги на носочках, ты же развиваешь мышцы, понимаешь? Мышцы, те, которые тебе нужны, икроножные, вот эти задние на ногах. Вот. И меньше идет нагрузка на внутренние органы. Раньше в советской школе бокса
Учили, прям говорили, бежать на носочках. Бежать на носочках, разминка на носочках. Всю 15 минут на носочках бегали. Вот. Поэтому, ребята, это мои рекомендации. Кому тяжело, просто начинайте хотя бы даже с 500 метров. 500 метров, ну, если кто хочет улучшить свои показатели. Разговор сейчас за то, как укрепить ноги, как улучшить, да, свои мышцы, да, ну, ноги. Мышцы ног, да, как их правильно развивать, чтобы ты потом мог спокойно работать 10 раундов, 15 раундов. Гантели. Ты так сделай, Орлан, чтобы слушать, я буду сейчас важную, интересную информацию рассказывать, потому что потом эфир пересматривать тебе 2 часа, он нужен. Так сделай, чтобы тебе слышно было. Меня нормально слышно, видно. Что сейчас буду рассказывать дальше про бег, про все остальное. Вот. Ну ладно, кому интересно, ребята, я думаю, можете видео потом пересмотреть в любом случае. Вот, так что забег, это вам держите такой лайфхак, да. Вот, бегайте на носочках. Попробуйте, это тяжело. Ну, я не говорю, что это легко. Я бегаю где-то, ну, чтобы не сбрехать, с лет 17 на носочках. Ну, кому-то, может, там сейчас всего 17. Ребята, ну, очень долго, да. Я бегаю на носочках. Но я немного не бегаю. Я бегаю 3,5 километра, 4-5. Когда же я бегу 15, понятно, что я не всегда бегу на носочках. Вот, от 10, ну, 7-8 где-то я могу пробежать на носочках. Вот вы бежите, вот. Вот. Вот, и не надо бежать быстро. Вот, бежите. Раз, вот, вот. Вот, это отдельный бег для укрепления ножек, для проработки мышц, которые задействованы, когда вы работаете в ринге, да, в спаррингах. Вот, на носочках побежали. Побежали. Начните с полкилометра. Вот. Это я уже сейчас, когда... Я не знаю, как парня зовут Эйджи, он у меня тогда спрашивал, а что с бегом? Не знаю, его сегодня нету, наверное. Вот. Это для него специальная информация. Ну и для ребят, для всех, начинайте правильно. Правильно развивайте правильные мышцы. Начинайте правильно работать. Зачем потом вы узнаете через 5 лет, да, что это лучше бы я на носочках бегал. Начинай сейчас бегать, начинай с 500 метров и побежал. Вот, это один вид бега. Вы не думайте, что я вам сейчас рассказал. Да, и вы будете на носочках теперь постоянно бегать. Это один вид бега для боксеров. Один и только вид. Приветствую, приветствую. Это только один вид, ребята. Дальше я буду рассказывать, вот, какие еще есть с ускорением, под горку, как дышать. Потому что дыхание играет очень большую роль. Ну, я думаю, все это понимают прекрасно. Вот. И все, я думаю, прекрасно тоже понимают, если в 40 лет, в 40 лет я делаю, да, 15 раундов бой с тенью, у меня нету задышки, то, наверное, надо человека послушать. Но все равно я еще не продышался, я скинул сейчас 8 килограмм, убрал 8 килограмм на сегодняшний день. Сейчас вошел в 90,5. Вот, ребята, не забывайте лайки ставить. 20 человек смотрит, 4 лайка. Не забывайте, ребята, пожалуйста. Вот. Скинул. Чувствую, что не продышло. Вес ушел, но дыхалка лучше не стала работать. Вес ушел, дыхалка лучше не работает. То есть надо конкретно только кроссы. Сейчас и кроссы с ускорениями, вот, подгорочки, вот, рывками. Различные виды я буду делать. Вот. Ну, буду делать уже. Спасибо за лайки, ребята, большое. Не забывайте ставить, пожалуйста. Много людей смотрит, а лайков мало. Ну, мне как бы для Ютуба он тогда продвигает. Мне главное, чтобы, да, польза была от моих видео. Там ребята смотрят, и слава богу, я знаю, что 3-4 человека пользуются вот моими знаниями, слава богу. Орлан, хорошо. Потом посмотри, будет упражнение, когда атаковать и как уходить с линии атаки. Посмотри завтра. Вот, а очень хорошее упражнение, обязательно посмотри. Я специально для тебя, для Эйджи вот это его делать буду. И как апперкот, техника удара апперкота, может, что-то для себя подкорректируете. Вот, хорошего дня.
Иди на занятия, учись, учиться тоже нужно. Учиться тоже нужно пока. Вот. Бонжур! Живи баскет. Детки приходят ко мне тоже-то поиграть, то еще сегодня пацанов нету. Вот. Так что, ребята, очень важная информация, да? По бегу, по всему остальному. К бегу надо относиться серьезно. Вот, потому что встречал много людей, ну и сам такой же был, конечно же, естественно. А то сейчас на людей наговорю, за себя промолчу, да? Ну, бег, да бег, что там одел, что попало на ноги, да, як попало, зашнуровался и побег. Ничего не даст, ну, вообще ничего не даст. Надо правильно дышать, надо правильно бежать, надо, особенно для боксеров, или рывками, или под горку, то есть менять постоянно сам процесс бега менять, потому что ты боксируешь, да, боксируешь, хоп, на тебя так, тебе надо быстрее начать двигаться, вот. Ну, смысл улавливаете, да, поэтому надо бегать так же точно. Бежишь спокойно, надо раз резко. Тренера обычно свисток дают на тренировке, да, ты бежишь, свистнули, быстро ускорился, свистнули, остановился, свистнули, ускорился, свистнули. Но это можно делать самому, да, ты ж не будешь, если тебе захотелось побегать, ты ж не будешь к тренеру идти, сказать, говорит, тренер, свисти мне, я буду ускоряться. Ну, а самому раздупляться и делать как правильно, вот. Поэтому... Приходите, буду скоро рассказывать о кроссе. Сейчас хочу вот это то, что хотел, я сказал. Начинайте бегать, пробовать на носочках. Первая обувь мягкая. А это первая, точнее, обувь мягкая. Не пожалейте, купите нормальные кроссовки себе. Они свое отработают, и вам здоровье важнее, чем деньги. Вот, чтобы была мягкая подошва. То есть даже если вы уже на пяточке бежите, у вас амортизация, да, идет амортизация, у вас не такой... У вас живи, баскет, окей, да? Comment ça va? Yeah. Да? Bien. Tu marches à école, à classe 1, 2, 3, classe. 1, 2, 1, 2. Apprendre la lettre, apprendre цифры, да? Да? Молодец, супер, супер. Живи в баскет, no? Да? Пренто. О! Je ne parle pas très bien français. Je ne parle pas très bien français. Je suis ukrainien, j'apprends français à l'école. Et compre. Understand? Compre? Oui. Tu ami, oui? Tu joues pour tu ami, non? Non? Ami, non? Tu joues avec maman? Avec maman, oui? Joues баскет. Вот. Ребятки, ребеночек пришел, это поиграть хочет, так я отходил. О, Эджи, привет! Я только что про тебя вспоминал. Сегодня рассказываю... в Маман, да, все. Авар. Сегодня рассказываю о беге, кстати, рассказывал. Не знаю, ты слышал или нет, спасибо за лайки. Слышал ты или нет, ты у меня за бег спрашивал, я сегодня конкретно вот только что 10 минут рассказывал. Вот. Ну, для тебя еще раз повторю, начинайте учиться бегать на носочках. На носочках, потому что вся работа, да, для боксеров, вот, работаем на носочках. Мягкая обувь, кроссовки на мягкой подошве, не пожалейте денег, купите нормальные кроссовки. 3 сезона их проносите, они здоровье зато улучшат и сберегут вам. Вот. И
для чего, как раз для чего бегать на носочках, чтобы меньше где-то асфальт, где-то еще что-то, да, чтобы меньше удары шли на почки, на печень, на селезенку, потому что когда ты бегаешь, еще и плохая обувь, не дай бог, и шлепаешь пятками, идет удар постоянно, идут легенькие сотрясения на внутренние органы, это вот не есть хорошо. То есть старайтесь, начинайте даже с километра бегать, но бегайте на носочках, вот. Видишь, я побежал. Вот. На носочках побежал. Это не значит, что вы все время будете бегать на носочках. Я просто, это один из видов бега. Вот. Это рекомендации мои. Хорошая обувь, мягкая подошва. Бег на носочках начать практиковать. Вот. И, ну, по бегу все, в принципе. И сегодня покажу, как выучить упражнения для атаки и для отхода. Очень хорошее упражнение. Это со старой советской школы еще бокса. Вот. Атака и отход. Вот. И спасибо, что слушаешь. Вот. И там, если вдруг еще, потом пересмотри видео, потому что какую-то информацию, то, что ты меня просил, я начал рассказывать. Был Орлан, тебя не было. Вот. Ну, смысл ты понял, да, по поводу бега. Вот. И сегодня буду еще апперкот показывать, комплекс для ударов, как закрепить, да, ударку, как закрепить. Комплекс для ударов. Апперкот как делать, да, как уже именно отработаем, покажу я, как я делаю лично, как я отрабатываю, да, посмотрите, как вас там учат тренера, как я делаю, сравните, там себе детализируйте, посмотрите. Вот, значит, апперкот, и сегодня я заканчиваю для начинающих, да, основы бокса, и завтра уже начинаю тренироваться по своим программам, да, потому что мне надо уже начинать кроссы бегать, вот, надо начинать набирать форму, вот. Так что я завтра уже у меня будет первая тренировка по полноценной обычной программе, так как я тренируюсь. Ну, я в эфире буду, можете приходить задавать вопросы, будете смотреть, может, будет интересно. Или же в повторах, вот. Так что завтра я уже начинаю. Сегодня мы заканчиваем. Сегодня отходы и подходы, я это упражнение называю. Да, это для атаки и для защиты я покажу. Вот, для ребят, для всех. Апперкот, комплекс на ударку. И, ну, я буду бой-тест с тенью делать. Файтболом еще, рефлекс-бол вот я взял. Ну, короче, если интересно, оставайтесь. Да, смотрите. Ну, а вот это обязательно. Сейчас еще минут 5 разминка. Апперкот. Давай, ну, посмотрите. Может, вопросы какие-то сразу, чтобы позадавать. Потом отходы-подходы, упражнения. И комплекс. Посмотрите, ну, там полчаса и, короче. Вот, сейчас я разомнусь. А там уже, смотрите, кому время там по своим делам. Завтра я его выложу в этот самый. Я выложу завтра. Как видео, ну, качество просто я не знаю, какое будет. Ну и начинайте бегать тоже уже. Весна, хотя у тебя 60, ты мне писал 64 вроде килограмма. Тебе надо ускорение делать, рывки, под горку. Вот. Давай начну бегать. Сейчас, вот, я тебе расскажу, мы выделим один день отдельный. Вот, потому что у тебя 64 килограмма, тебе надо на рывки побегать, под горку побегать. Ну, в принципе, там принцип один и тот же. На носочках не надо там бегать, но стараешься все равно на носочках всегда бежать. То есть кроссы с интервалами, с рывками. Вот, потому что тебя ж не будут на ринге спрашивать, ты сейчас медленно хочешь двигаться или быстрее. С чем тяжело? Напиши конкретно. Но если хочешь что-то улучшить, да, у нас же не у всех одинаковые данные, да, физические от природы, да, у каждого разные данные, понимаешь, если ты что-то хочешь в себе улучшить, да, какое-то качество, какую-то физуху, по-любому ты, ну вот, то, что тяжело, надо в первую очередь делать. Вот. То, что тяжело, надо в первую очередь делать, потому что ускорение это, ты же знаешь, у вас, наверное, ну, сейчас тоже так тренируют. Хотя в Польше такого нет. Это
Вот я в Польше крайний раз был, в Европе, в клубах. Там в СНГ там свистят же тренера. Наверное, у вас так же само. Да, бежите, бежите, свист, быстро побежали. Свистнул медленнее, наверное, так. Я не знаю, но можно самому развивать. Развивать самому. Вот. И делать рывки, понимаешь, делать рывки на время. Делать рывок, когда у тебя нету вообще сил. Вот ты бежишь, ну как бы надо это все контролировать, конечно. Не, вот. В общем, будет отдельно тренировка по кроссам, буду бежать кросс. Да или же, может быть, в воскресенье обычно сделаем эфир. Вот, кто там может... Вот. Орлан заходит, у него учеба сейчас, это, наверное, разрыв там полсуток времени, не пойму, какая учеба уже. У меня сейчас 7 часов, наверное. Вот тебе, если интересно, по кроссам сделаем в воскресенье эфир, да, и все. Я постараюсь вам все рассказать. Ну, то, что знаю, да, то, что на себе, ну, то, что делаю, то, что проверено, расскажу, вот. А вы уже под себя подберете. Ну, за ускорение я тебе хочу сказать, они никому не легко. Они никому не легко, но это твое, вот это, понял, когда ты спаррингуешься, вот, и у тебя уже сил нет, у тебя атака. Атака вот на тебя сейчас. Все, вот это твои ускорения. Вот в этот момент, если ты их не бегаешь, не делаешь, вот все. А если ты их бегаешь, делаешь, у тебя будет еще силы как минимум, да, назад пойти, понимаешь? Вот. Поэтому вот, и упражнения с мячом тоже, ребята, для общего развития. Выходите на улицу, делайте упражнения с мячом. Вот, в качестве разминки, да? Упражнения с мячом в качестве разминки делаем. Так, ну все, я размялся. Вот, потом заминку сделаю, может, кто ждет. Вот, ребятки, сейчас быстро напомню то, что мы делали, да? Все удары. Вот, прямой. Раз, вес переносим. Раз. Раз, вот, для новачков. Раз. Вес с ножки. Туловище 90 градусов. Раз. Раз. Поделали 25 раз, да? Сюда поделали. Вот. На левую ручку. Вот. Да, потом по очереди. Раз, стали, вес сюда. Раз, стали, вес сюда. Раз, стали, вес сюда. Раз, стали, вес сюда. Вот, потом это поделали. Потом двоечку. Вот. Ручку назад забираем, это уже вылетает. Вот. Вот. Поделали двоечку. Вот. То это как перезаряжаешь, да? Вот. Эта рука летит назад, а это уже вылетает. Как перезарядил. Да. Вот, перезарядил. Но для начинающих, ребята, делаем медленно. Я не знаю, я не занимался муай-тай. Я не занимался бокс. Ну, как-то, ну, муай-тай это ж как смешанные единоборства больше, но они без борьбы, ну, насколько я понимаю. Ну, я занимался смешанными, только я фрифайтом занимался. И на соревнования ездил. Мне вот это ногами, когда лежит человек, я этого не люблю. Я не буду бить, меня кто-то, да, будет бить, зачем оно надо. Поэтому я выбрал, да, джентльменский вид спорта. Не за то, что мне страшно, а за то, что, ну, мне, допустим, ну, человек, если упал, ну, нафиг на него еще прыгать сверху, его там душить, чи ногами бить, ну, это вообще, это пипец. Вот. Поэтому я не могу тебе ничего по муай-тай сказать. Но я примерно представление имею. Это кикбоксинг, да, грубо говоря, наш, ну, что-то похожее на кикбоксинг, наверное. А там постановка удара везде примерно она одинаковая. Вот. Ну, муай-тай еще ж локти идут. Да, по-моему, удары локтями, насколько я знаю. Вот. Так, поделали прямой, да, поделали длинный боковой. Раз.
Да, правая ручка. Раз, позакидывали туда. Раз, туда, да, оп, за воротничок туда позакидывали. Вот. Вот он как идет. Раз, раз, как прямой. Раз, только ручка в конце туда закидывается. Да, раз. Ну, там, ну, понятно, вот, ну, я не, честно, не с возрастом сейчас. Спасибо, ребятки. Вот, и закидываем туда, да, вот, 25 раз погнали туда, на. Вот, туда закидываем, вот. Поработали 25, левая рука, пошли. Раз, два, туда, 3, 4, 5, 6. На каждую руку по 25 раз делаем. Теперь пошли. Раз, два. Ну, в смысле, раз. Стали, вес перебросили. Раз, стали, вес перебросили. Раз. Рука вылетает точно так же, вот. Как прямой. Вот вы стоите, ручка пошла, 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 пошла. Вы клац, в конце вы ее пым туда. Вот сюда закидываете. Не сюда, вот, а сюда. Вот, вот. Вот, и прям прямой кинули, ах, туда полетело. То есть человек блок поставил, а ты ему сразу на туда забрасываешь. Вот. Поделали. Раз, два. Перешли к двоечке, да, раз, два. Тоже перезарядка. Эта рука уходит, уже вылетает, да, следующая. Раз, два, раз, два, раз, два. Для новичков, ребята, быстро не делайте, делайте правильно. Вот. Честно, брат, я не знаю, мне эти боксеры нравятся. Ну, в смысле, я имею в виду, мне бокс нравится. Бонжур. Вот. А это мой инспектор мой, это самое здесь по интеграции. Я же в Бельгии, да, женщина пошла поздороваться. Вот, челнок или шаги. Абсолютно надо работать и челноком, и шагами. В любом случае, в любом должен уметь, если хочешь дальше развиваться, и челнок, и шаги. Никаких вариантов нету. Или варианта нету. Это уже ты не боксер. Ну, это серьезно говорю. Никаких вариантов других нету. Должен уметь и то, и то. Ну, в смысле, ты можешь себя считать боксером, но ты не будешь работать. Если ты выйдешь человеком, который работает и в том, и на ножках двигаться и челноком, и шагами, ты проиграешь. По очкам, как минимум, по-любому проиграешь. Вот. Так, поделали, да, перед перезарядкой. Двоечку поделали. Все, перешли к хукам. Тоже медленно, ребята, правая ручка. Раз, два, 3, 4, 5. А все идет с ножки, да, и вкручиваем туда. 6, 7, 8. Сейчас я буду апперкоты показывать. Сейчас сделаем еще боковой, а просто, чтобы все в куче было, да, напоминаю вам. Вот. И левой тоже 25 раз. Раз, два, 3. Да, туда повкидывали. 4. Вот у вас должно... Вот, раз. Вот вы должны отсюда. Раз. Туловище чуть-чуть вперед. Раз. Раз. Вот. Корпус пошел, и ручка вставилась. Все, поделали 25 раз. На правую и на левую. Снова стали. Вот. Фронтальная стойка. Раз. Руку вернули, вес перекинули сюда. Раз. Руку вернули, вес перекинули сюда. Раз. Руку вернули, вес сюда. Раз. Вес сюда. Раз. Вес сюда. Раз. Это для того, чтобы вы почувствовали, чтобы вы почувствовали, как вообще смысл, как наносится удар, да? Вот. Потому что удар наносится с весом. Если вы просто будете стоять вот так махать, вы не поймете принцип. Поэтому я рассказываю с подводящими упражнениями. Вот, специально. Специально это упражнение для того, чтобы мне хочется, чтобы вы 33 часа делали 3 упражнения, а для того, чтобы вы научились. Вот. Ну, для новачков, там, кто умеет, понятно, ребят. Вот. А может, для себя что-то тоже возьмете. Вот, ты кинул, раз. Сюда вернулся, вес перекинул, раз. Сюда вернулся, вес перекинул, почувствовал, вот вес. Раз. Стал, та же траектория. Удар сделали, по той же траектории вернули ручку. Вот. Все, теперь тоже двоечка хуками. Вот. Раз, перезарядил. Раз, перезарядил. Сразу только ты руку отсюда утягиваешь, уже идет вторая. И в другую сторону поработали. То есть левая-правая, да? Вот. И правая-левая. Вот тоже все вот эти упражнения делаем минимум на каждую ручку по 20 раз. Samsung 23.
Чашкой нет. Смотри, я объясню тебе. Объясню тебе. Я тоже бью чашкой много. Это тех, понимаешь, это сама техника. У тебя рука, она находится, ну вот, ты ж не вот так вот стоишь. Ну, кружка вот так бьется, да, вот у тебя ж туловище создан, то ты, да, творцом, да, природой, не вот так вот же, правильно, а вот так вот. Поэтому удар тренируется вот так, да, вот так вот. Но когда уже я людям объясняю, вот, надо ударить все равно этими двумя костяшками, хоть так, а это уже зависит от антропометрии, от физиологии каждого человека. То есть ты должен научиться так, понимаешь? Вот. А на груше уже я новичкам это тоже объясняю. Когда ты уже начинаешь на груше работать, тогда ты уже поймешь, либо же тебе стаканом бить, да, либо же тебе так бить. У меня бывает по-разному. А как ты человеку закинешь стаканом, если он постоянно работает, да, закрытый, вот, постоянно. Вот, куда ты ему стакан закинешь? Понимаешь? Поэтому вот закидывается. Закидывается туда. Вот таким образом, уже как ты попадешь, если ты сверху вниз попадешь сюда, то это будет легенько, да, уже человек почувствует. А там уже стаканы, хоть кружками, ну вообще не стаканы, а кружки. Вот, понимаешь? А там уже начинаешь работать так, как тебе удобно, понимаешь? Но лучше кинуть так. Лучше кинуть сюда. Так пусть как-то он у тебя пойдет. Разницы нет, как он у тебя пойдет. Разница в том, что ты можешь этим попасть, а кружкой добивать хорошо. Вот. Но лучше, ребята, никого не травмировать сильно. Я постарел уже, так после 40 лет решил защитой заняться. Не, ну вообще я за то, чтобы, да, сильно друг друга не мутусить, короче, поработать. Короче, что-то я постарел, походу. Вот. Ребята, упражнения для ног. То, что я делаю прыжки с хлопком, с подсадкой боксерской, да, пальчики вперед, коленочки вперед. Не просто как, вот, да, показывают там фитнесы, йоги и все остальное, а с подсадкой. Если ты, Макс Верана, если ты для бокса интересуешься, напиши мне, для бокса или просто для себя. Разница, понимаешь, чуть-чуть большая, ну, как бы, или целенаправленная для бокса, или конкретно для общего развития. Я тебе, вот, для бокса. Подсаживаешься, становишься во фронтальную стоечку. Коленочки вперед, смотрят друг на дружку. Пальчики смотрят друг на дружку, да? Подсел, прыгнул, вот тут попружинил, стал назад. Вот здесь вдох, вдох, выдох. То есть ты, когда прыгаешь, ты делаешь вот так ножками. Видишь? Вот. Вот. Раз. Оттолкнулся. Видишь? Раз. То есть ты носочком, раз, толкаешься носочком, и весь процесс, ты работаешь пружинкой. Вот. Раз. Тут чуть-чуть попружинил. Два. Раз. Два. Спешить не надо, вот так не надо делать. Как там показывают по телевизору, я иногда как посмотрю, думаю, что это такое. Вот. Все надо делать четко. Лучше сделай меньше в 2 раза, но сделай правильно. Вот от этого упражнения будет идеально у тебя. Ты же понимаешь, ты прыгаешь, да? Вот. 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 Ножки чуть-чуть смотрят сюда. Вот, попружинил, да? Попружинил. 2 раза где-то, вот, раз, два. Раз, два. Сделал подсадку, попружинил. Вот, и еще одно упражнение, вот. Ручки можешь возле челюсти держать, отталкиваешься пальчиками. Раз, два, 3, 5, 6, 7, 8, ну, 2 по 25. Вот, с маленьким перерывом. Понял, отталкиваешься пальчиками. Вот, там много очень упражнений на ноги, очень много. Вот, давай, я анонсировал ребятам сейчас апперкот. Да, может, там кто-то ждет. Ну, вот это 2 хорошие для ног. Для общего развития, для тайминга, для работы. Вот. Пожалуйста, ребята, пользуйтесь. На пользу, чтобы польза была. Вот. И все делайте правильно. Лучше сделать правильно. Я иногда, бывает, ну, понимаю, что мало сделал. А с другой стороны, лучше сделать мало, но лучше сделать правильно. Потому что толка не будет, если ты сделаешь 1000 раз неправильно. Да, мышечная память, мозг. Привет. Мышечная память, ну, ты понял, да, зафиксирует, а потом ты выйдешь в ринг, и у тебя где-то какая-то закорячка произойдет, понимаешь?
но смысла нема. Лучше, вот, ну, у меня такое бывает, что у меня нет настроения, я-то быстро отстрелялся, но я сделал все правильно. Ну, реально, сделал тупо каждое упражнение, пусть по 10 раз повторение, но сделал четко, да, стал, раз, попружинил, понимаешь, или же тут, да, попрыгал, как оловянный солдат. То есть правильно сделал, все. Частота упражнений, частота подходов, вот это очень важно, да, маленький отдых, ну, в боксе, для тех, кто боксом занимается. Всем привет, ребята, всем добрый вечер. Вот, закончили мы на хуке, переходим на корпус, да, корпус то же самое, вес здесь, раз, вот, но корпус у нас, ребята, мы чуть-чуть делаем замах, этот удар, он невозможно его сделать без замаха, то есть корпус по-любому замах. Вот, ты стоишь, чуть-чуть ручку опустил, чуть, ну как замах не вот такой, вот ручку опустил, раз, тоже 90 градусов, и ручка пошла, вот, тормозить ее не надо, да, вот, куда пошла, туда и пошла, раз, то есть, чик, чик, вот, два, ну, это должно быть одним движением, раз, вот, раз, одним движением, но тренируемся, вес перекинули, раз, это для новичков, вес перекинули, раз, вес перекинули, раз, вес перекинули, раз, и чуть-чуть ты сюда развернулся, да, не просто перекинул, то есть в прямом мы просто перекидываем, в боковом, а здесь надо чуть-чуть вес вкрутить, чуть-чуть вкрутил, вот, чуть-чуть и отсюда, вот, чуть-чуть и отсюда, чуть-чуть и отсюда, все, сделал 25, ты сюда перешел на левый, да, раз, раз, то есть тот же самый принцип, разворот 90 градусов, и отсюда заносим ручку, раз, 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 ну, новички, ребята, делайте медленно, вот, кто там, ребята с опытом, да, ну, раскручивайте, я раскручиваю, да, ну, по максимуму, куда пошла рука, да, туда и пошла, а новички постарайтесь поработать, чтобы у вас был смысл, да, вы чуть-чуть вес сюда вкрутили, ножкой оттолкнулись, да, носочком, и рука полетела, вот, вот. Ну, такой же план. Я так иногда сам делаю даже. Вот, ну, для левши вообще это, левша это вообще для левши основное, если левша с правшой, да, боксирует. Для... Спасибо, ребята, рад, что пригодилось. Вот, приходите, подписывайтесь, лайки не забывайте ставить. Вот. Друзьям советуйте, может кто-то хочет заниматься, у меня же там много тренировок уже, вот, ребятам. И скоро я планирую для возрастной, да, категории, пожалуйста, ребят. Спасибо за лайки. Для взрослых, да, вот у меня родители тоже уже в годах. Вот хочу для старичков, для наших, да, сделать там какой-то комплекс, короче, придумаю. Вот. Так, а мы к чему дошли? А, про вытянутую руку. Да, есть такая, да, вот ты, как прицел вроде бы. Вот, как прицел, на себя можно вытянуть, да, пообманывать. Вот, это как прицел оно работает. Вот, ты закручиваешь. Вот, вот. Ну, как тебе сказать? Это очень, это позиция, да, это стойка, да, с вытянутой рукой, работа. Она хорошо в первых раундах, да, когда ты разведываешь. Когда ты разведку ведешь, да, первый, второй раунд, третий. Вот, да. Ну и для обмана тоже она же хорошо. Ты вроде бы раз, типа вверх сейчас кидаешь, сам уже пошел, да, пробил корпус, допустим, да. Вот. Я использовал это, когда разведку, да, ты проводишь, разведку. Вот это вообще для этого и надо. Ну, касаемо левши, там совсем другое. Там другая история. Я видел, левши такое делали, да, ну, кто левша. Ну, то есть они правой рукой, да. У них там совершенно другие, они там избивают, и сбивают руки, бьют. Ну, то есть для левши совсем другая там школа. Вот. Потому что левша, когда с правшой боксирует, всегда, ну, я думаю, кто занимается, те знают, да, что преимущество есть у левши. А что преимущество, никто не знает. А я видел лично, когда на соревнованиях и руку сбил, вот тоже так работает, да. Вот, ну, левша, я сейчас в правосторонней стойке стою, да. Есть раз, вот так вообще просто, вот так берет руку, открывает правше, вот, и все, до свидания. Или же вот так сбивает. Видел, что сюда переходили, да, снимали руку. Ну, то есть вот эта правая рука у левши, она как этот, просто ходит и, да, раскрывает человеку защиту.
Ну, то есть, понимаешь, да? Ты же стоишь, если ты правша, ты стоишь сюда левая вытянута, а у него вот тут правая. Понял? Я вот такое видел, что вот так брали руку, так руку отпускали и в бороду били. Пожалуйста. Не, ну, я любитель, я как бы, ну, я с профессионалами боксировал. Вот, и не один раз. Но, ну, если ты меня спросил, как ты относишься, я тебе скажу, что с одной стороны это, ну, как разве это надо делать. Ну, а когда посмотреть, какая у человека реакция, да, как он реагирует. Вот ты кинул вверх, что он делает? Кто его знает? Может, он делает уклон, да? Ну, ты кинул, вот он уклон сделал, или же ты кинул, он назад отпрыгнул. По-любому надо, да, по-любому надо, да нет, это не любительская манера. Нет, это обычная разведка, обычная, да, вот. Так, давайте продолжим, ребята. Поделали корпус, да, вот. Теперь то же самое. Раз, сюда стали, вес перенесли. 2, сюда стали, вес перенесли. 3, сюда стали, вес перенесли. 4, стали, вес перенесли. 5, стали, вес перенесли. 6, стали, вес перенесли. 7, стали, вес перенесли. Раз. Все, вот это на каждый удар мы делаем 25 для новичков повторов одной ручкой. Это первое упражнение. Второе упражнение второй ручкой. Потом делаем перенос веса, удар. И потом делаем перезарядку, двоечку на каждый удар. То есть прямой, длинный боковой, хук, удар по корпусу. И сейчас мы переходим, сейчас двоечку боковых. Еще покажу, может кто-то посмотрит это видео. Не прошлое, потому что я в прошлом не успел. А посмотрит это, да, я полностью сейчас хотя бы покажу. Вот сейчас двоечка боковых. Раз, два. Раз, два. Не боковых, а корпус. Раз, два. То есть тоже ты сюда бьешь, вот руку оттягиваешь, этот уже выходит. Раз, два. Вот. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Вес надо успеть чуть-чуть перенести. Вот. Но тут уже ты не углубляешься. Ну, раз. Ну, вообще, я когда в спарринге там или же в бой, да, человек ушел, наносит удар, ушел. Он в любом случае с одной какой-то сторон, в любом случае он сделает этот проворот. И для ребят, вот, кто спрашивал за кружку, да, за все остальное, разницы нет. Это как театр, да, в театре, если висит ружье, да, на сцене, значит оно выстрелит рано или поздно. Так же точно и в боксе. Ты заучиваешь все. Орлан, ну потом пересмотришь, потому что много информации важной. Ребята спрашивают, и хорошие вопросы были. Сегодня чат ожил, то никто ничего не спрашивает, всем все понятно. Вот. Да, то есть ты учишь все. Ты заучиваешь все, потому что у тебя остается мышечная память, мозг, да, он зафиксировал. А как ты уже в бою его применяешь? Может, ты будешь 10 лет боксировать, а потом один раз у тебя выстрелит, да, вот это, ты где-то на каком-то там чемпионате где-то прострелишь печень, понимаешь? В любом случае учить, а ну какая разница, ты все равно тренировку делаешь. Хорошо, Орлан, пересмотри потом завтра, да, вот эти, сколько тут, 30 минут, пересмотри, там хорошие ребята задавали вопросы, спасибо, ребята, за вопросы, я каждый раз прошу. Вот, информации много, да, но надо ее там вынимать, короче, с головы. А вынять это только, да, с помощью вопросов же можно, вот. И, кстати, Орлан, ты пришел, сейчас апперкот будет, и то, что я тебе говорил, ты как раз успел, вот только сейчас будет. Вот. Так что я рекомендую учить правильно. Ну, то есть все отрабатывать правильно, оно занудное может быть, да. Ой, я на улице убегаю. Ну, реально, потому что, ну ладно, это прикол, конечно. Ну, раньше не убегал, да, сейчас убегаю, потому что надоело там это, зубы вставлять. Вроде, ну, ладно, то шутки все. Я все время, ну, на улице реально рекомендую, если вы, ну, занимаетесь спортом, ну, смысл вам с ними, да. Нырок сделал, развернулся туда и побежал. Но бежать надо на носочках, да, потому что на носочках полезно. Я шучу. Да таких нету, а где таких? Кто так дерется? Я не знаю, я сколько, даже сейчас не вспомню, может, пару раз за все время видел, что кто-то вот так бил. Ну, есть, обычно это спортсмены бьют, когда уже сил нету, ну, да, когда уже там
крайние раунды или уже вообще там просто ходят уже вот так. Вот. Типа свинг, ну я понял, типа вот так вот, да, сверху вниз. Ну вообще самое лучшее здесь на заднюю ногу, вот уйти, перенести вес и ему накинуть туда, то, что у тебя получится. Вес ты скинул, да, вот удар идет сюда. Вес скинул сюда на заднюю ногу, он промает отсюда, смотря какой рукой будет, да, правой дальней, если он бьет, допустим, да, можно оттяжку сделать, да, вес туда перекинуть эту ногу. Можно, допустим, поднырнуть под ручку, да, можно же сработать срезку сделать, вот, отсюда. То есть, если у чувака длинные руки, да, если, ну, понятно, да, длиннее, чем у тебя, ну, так получилось. Нырочки, голову закрыл, ушел, вот. Закрыл голову под руку, вот, летит, раз, сюда ушел, и отсюда уже обрабатываешь ему, куда попал, там, в пузо, да, сверху. Да, не, ну, смотри, если он выше тебя, то ты можешь, ну, обрабатывать его, да, вот идет, вот, правый, да, и летит. Вот, ты сюда уходишь, разворачиваешься и пошел ему корпус, голова, и назад отошел. Понимаешь? Потому что если руки длиннее, он по-любому будет кидать тебе их, по-любому 100%. Ой. Ну, они так все работают, да, джеб и свинг, да, как свинг, оверхенд. Я не знаю, я учу, у меня длинный боковой, я его называю, да, я вот это не пользуюсь терминологией. Вот. Вообще, ну, получается нырок. Да не за что, приходи, интересуйся, подписывайтесь. Вот. Ребята, и сейчас, да, для тех, кто ту тренировку смотрел, мы не доделали апперкот, и сейчас будет как уйти. Очень классное упражнение, рекомендую, кто хочет, оставайтесь. Я сейчас после апперкотов и после комплекса всех ударов буду его показывать. Спасибо за лайки, ребят. Вот. Апперкот. То же самое. Чуть-чуть мы, как при боковом ударе, заносим вес, разворачиваем корпус и выкидываем ручку. У нас голова, туловище чуть-чуть наклонено сюда, и ручка идет вот так. Вот. Вот это конечный. Вот это в конце вы должны вот это сделать. И руку не останавливаем. Рука летит максимально вверх. Вот. Вот. Не знаю, видно должно быть. Вот. Вот это апперкот. Потому что это одноразовый удар. Пусть у вас даже будет самый легкий вес, там 50 килограмм. Это одноразовый удар. То есть его надо выучить. Потому что если ты им попадешь, неважно в каком весе, это 100% нокаут. Ну, то есть поэтому его заучиваем изначально. Вот. Раз. Рука летит без остановки. А где она уже, да, остановится? Спасибо, ребята, за лайки. Где она уже остановится, тебе какая разница? Да, ты знаешь его, делаешь полностью правильно. Сейчас, одну секунду. Я пойду. То есть вы должны учить его полностью. Да, летит. Ребята, подписывайтесь, пожалуйста. Вот, я смотрю, уже опять 30 человек, то 35, было 34. Потому что больше 25 человек не может смотреть, только подписчики. Вот. Значит, что мы делаем? Подсаживаемся, да, вес снова же, как при боковом по корпусу, да. То же самое, перенесли вес, ножкой отталкиваемся пальчиками. Отталкиваемся, кидаем ручку. Вот, и вот это у нас конечное должно быть. Вот. Вот это должно конечное быть. Но, спасибо за лайки, ребята. Но учимся медленно. Орлан, это молодежи, да, как вас там, как тренера, ребята учат, я не знаю, я показываю. Да, это сгонка. Это сгонка недавно пришла, у меня там видео есть, но я там открыл, у меня два на Бусти, мне там друзья посоветовали, на Патреоне сделал аккаунт, и туда буду выкладывать видео, потому что много у меня, я сам все вот это делаю, и монтирую, и нарезки, и шоты, и все. Вот, и я сделал там, у меня есть, где, что я беру, потому что я уже много лет же, понятно, в спорте, да, у меня есть уже определенные знания и в экипировке, и в снаряжении в спортивном, ну, у меня дома там спортзал свой, да, целый, и груши, и
Вот, давайте с апперкотом. Вот, вы стали отсюда, раз, вот, пошел он, вот, тоже вперед стоим, чуть-чуть сюда, вот, вы чуть-чуть ушли, вот, 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 вот. То есть ребята, новички, учатся медленно, раз, раз, раз. У вас должен полностью провернутый быть. Если вы не понимаете, как это делать, если вы не понимаете, вы становитесь вот так, я еще раз показываю, вот. Всем видно, я надеюсь. Вот ручки. Да, коромысло. Вот. Если уже на крайний случай, уже я такое даже видел, и когда-то даже сам делал, вставляешь сюда швабру, да, или палку, и делаешь вот такое упражнение. Вот, с палкой. Ну, я не буду себе палку носить на тренировку. Я просто людям, да, новичкам, ребята, кто хочет научиться, как работать корпус разворачивать, вставляешь палку вот так и погнал. Вот. То есть вы должны при апперкоте, у вас должно туловище развернуться на 90 градусов. Вот. Вот. Тым, тым. Вот. Ну, это я увлекся. Вот. Ручка идет. Раз. И та же траектория назад. Два. Та же траектория назад. Раз. Вот. 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 Это апперкот, ребята. Это апперкот. Я не знаю, как там у вас. Да, это всегда, ну, я молодежи, потому что молодежь сейчас, я во многих был залах здесь, да, в Европе. Ну, честно сказать, я там по 2-3 раза побывал и уходил, потому что ничего не дают. Ну, как бы ты, ну, знаешь, какие-то финты там, классные, вот это, да, ну, новое есть, я там новое для себя, может, что-то даже и увидел. Но очень мало, и очень мало объясняют, да, что человек пришел, ему надо объяснить, как, ну, как человек поймет, ну, вроде на бокс хожу. Ну, там все вот это делают, и я делаю. А как делать, не объясняют, понимаешь? То есть, а тут уже я детализирую, да, каждое упражнение, то есть, чтобы передать, тем более еще эфир. Как ты передашь, да, или через видео. Поэтому уже я, да, показал, вот, полностью вставил палку и пошел, ходишь. Да, ходишь по комнате. Ну, а что делать? Ну, а как научить человека, да? Ну, есть, ну, не понимает человек, да, вот, палку вставил и пошел. Вот. И все, у тебя должно быть 90 градусов. Спасибо за лайки, ребят. Вот, встали, поработали, да? Вот, поработали. Все, то же самое, сюда перенесли на левую, толкаемся пальчиками, да, 3. Всегда работаем 3 пальчиками. Большой, второй и третий. Раз. И то же самое у нас... То же самое движение. Корпус разворачивается, ручка вверх. Вот. 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 Ну, вот. Ну, это сильно быстро было, ребят. Новички, пожалуйста, 25 раз на каждую ручку. Раз, 2, 3. То есть у вас вес, снова пальчики, снова проворот коленочки внутрь, и снова пошла ручка. Вот. Раз. Раз. Все. А насчет палки, это, ну, не прикол, это серьезно. Я сам делаю иногда. Ну, просто, да, вставил. Вот, когда спина болит, вот. Вот, и по хате вот так хожу. Вот, палку вставил и пошел. Оно снимает напряжение с мышц, кстати. Это не, ну, серьезно, может, кто думает, шутка. Это идеальный вариант научиться развороту корпуса. Вот. Это лайфхак. Лайфхак с 80-х я вам дал. Лайфхак с 80-х. Это, машиной времени мне прилетело, я вам закинул с 80-х. Вот. Короче, еще, наверное, батя мой так занимался. С помощью, да, с помощью палки. Вот. И то же самое, что апперкот. Да, руку вот так. Руки ты сверху ложишь, сверху. Оно вот здесь. Вот, и тут у тебя руки висят. Да. Руку обязательно возвращай к челюсти. Обязательно возвращай к челюсти. Потом я же людям объясняю. По той же траектории. По той же траектории. Выкинул и руку вернул. Вот. А за меня не переживайте. Я работаю над ошибками. Спасибо большое за СМС. Приходите, если занимаетесь. Вот, подсказывайте тоже, потому что со стороны виднее. Я критику уважаю, отношусь очень хорошо. И надо возвращать. 1000000%. Ребята, запомните, надо возвращать руку. Это одна из основ бокса. У меня есть такой, да, чуть-чуть.
момент, но я новичкам показываю, да. Вот он удар сделал, да, и пошел, да, по той же траектории ручку вернул. Раз, вот, раз, да, совершенно верно. Вот, совершенно верно. Совершенно. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну, стараемся, что 40 лет, надо уже, да, молодежи какие-то знания, да, передавать, и как бы, а то накопилось, я вам пацанам говорю, вопросы задавайте, потому что надо распечатывать этот мой компьютер, потому что у меня уже там информации столько, что надо перегружать куда-то. Подписывайтесь, приходите. Вот. Теперь мы закрепляем. Теперь подводящее упражнение перед двойкой. Да? Ну, двойка апперкотов, все понимают, что если с первого попал, можно и второй. Да? Первый попал, второй добросил. Ну, лучше не надо, конечно. Если ты первым попал апперкотом, то второй уже пожалеть человека лучше не бить. Но бывает, что ты пробиваешь в локоть. Вот, ты кинул и попал в локоть. И можешь отсюда еще. То есть двойку апперкотов тоже отрабатываем. Но сначала с переносом веса. Вот мы делали. Раз. Встали, вес перекинули сюда. 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 Раз. Встали, вес туда. Раз. То есть удар сделали. Раз, раз. Вот. Каждое упражнение для новичков, ребята, кто отрабатывает удары, вот каждый удар перед двойкой мы сделаем с переносом веса, чтобы почувствовать, что мы вообще делаем. Да, как двойка. То есть это подводящее упражнение перед двойкой. Да, конечно, локти как нельзя. Ну, нет, ну почему нельзя? Никто не запрещает локти. А почему? Можно. Выставляешь, что хочешь. Хоть колено выставляй. А кому какая разница? Это защита. Ты можешь защищаться как... А когда по печени идет удар, ты как защищаешься? Ты ж локоть выставляешь. А как по-другому? Никто за защиту тебе никто ничего не скажет. Вот если ты локтем ударишь, тогда тебе скажут. А вам поставляет соперник локти в бою, встречая ваши прямые, вам подставляют соперник. В основном локти вот закрывают. Вот стоят, видят, что летит апперкот, да, сжимают. Ну, или же от прямого, вот просто сжимают локти, да, но у меня уже, надо подвязывать, тягать резину, уже спина, такая, что руки не сходятся. Вот, ты встал, вот, закрыл. Да, это апперкота. Раз, он уже сюда не проходит. Это обычная защита, никакой судья тебе я не слышал такого, что за локти кто-то что-то говорил, не знаю. Тоже от судьи может зависеть. Если ты ударишь локтем, конечно, тебя дисквалифицировать сразу могут выгнать. Вот. И теперь переходим к апперкотам, к двойке, да? Раз, два. То есть то же самое, перезарядка. Раз, два. Раз, два. Да, перезарядочка. Раз, два. Пока сюда вы оттягиваете. Раз. Вот, отсюда уже выходит. Раз, два. Пиком локтя. Ты имеешь в виду пиком? Ты имеешь в виду... Да нет, никто не... я неправильно тебя понял. Да нет, за защиту никто ничего не... ты имеешь в виду, что так делают? Конечно, так делают. Делают разное. Есть очень грязные боксеры. Хоть это и спорт джентльменов. Орлан, ты посмотрел, да, с апперкот, понятно? Ребята, пишите, кто смотрит, кому-нибудь, кто учится, чтобы все ли понятно. Может, какой-то вопрос есть, может, что-то было неясно. Сейчас будет отходы-подходы, упражнения для атаки и для ухода с атаки. Сейчас буду показывать. Вот. Сейчас комплекс сделаем, комплекс на ударку, чтобы закрепить все удары. Вот. Как комплекс этот выглядит? У меня микрофон работает, меня слышно, то я... работает. Спасибо, ребята, за лайки большое. Спасибо за лайки. Приходите, комплексы там вот в этом самом профиле есть тренировки, можете посмотреть, у кого нет времени сейчас. Вот, становимся во фронтальную стойку, да, чуть-чуть вперед, коленочки смотрят друг на дружку, где-то впереди, вот там, за полметра, и пальчики тоже, это вам ориентир. И начинаем. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Для чего это упражнение, ребята? Для того, чтобы все удары потом уже мозгу даем задание, чтобы их мы могли совмещать. Да, совмещать. Ну, новички тоже работают медленно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть мы проработали базу, да, прямые. Я рекомендую это делать каждую тренировку. Ребята, кто начинает, не ленитесь. Потому что чем быстрее заучите основы, перенос веса, поворот корпуса, удар, как поставить. Чем быстрее заучите, тем вам легче будет потом впереди. Вы не будете возвращаться назад. Ну, я по себе могу сказать. Вот, ну, идеальных нет у людей. Да, что-то неправильно заучил, будешь возвращаться назад через 2 года, через 3. Оно не нужно. Лучше сейчас потратить время. Я в день делал, когда начинал учиться, 1000 ударов. 1000, вот так стоял. 1000, пацаны. Отвечаю, вот так стоял. Вот. 1000 каждая тренировка. Да, их было 3 в неделю минимум. Вот. И пока не научился. Сейчас все кардио. Чередуя темп. Сейчас все кардио заменил каждый день на бой с тенью. Значит, тебе интересно будет, как тебя зовут? Samsung A23, я же думаю, не Samsung A23. У меня Samsung 24, кстати, слава богу, что есть возможность, потому что ноутбука нет. Саша, меня Владислав зовут. Тебе будет интересно, Саша, у меня там есть видео, как я делаю бой с тенью, но я сегодня буду показывать. Я знаю, что делаю. Я вставляю в бой с тенью файтбол, рефлексбол, резину, гантельки, резину на ноги взаимно. То есть я не просто бой с тенью, приветствую, не просто бой с тенью, да, что ты пошел, да, работать. Вот. Да, ты становишься, привет, всем добрый вечер, ребята, спасибо за лайки, приходите. Кто не успел, много информации сегодня важной, ну, я думаю, она важна. Вот, была, в повторе можно будет посмотреть видео завтра, к вечеру ближе. Привет, всем привет, ребят. Вот. И, блин, бач, кровь пошла уже по организму, забыл, о чем мы разговаривали. Бой с тенью, Саш, бой с тенью, извини. Поработал 2 раунда, да, медленно. Ну, поработал то, что ты обычно делаешь, да. То, что у тебя там хорошо получается первый раунд, или наоборот, то, что плохо получается первый раунд, второй раунд, то, что хорошо, да. Все, из 3-го раунда я начинаю. У меня идут гантельки, да, силовой раунд, потом резина на ноги. 4-й раунд, 5-й, 6-й файтбол, да, ну с резинкой я сегодня буду делать. Потом, допустим, резина такая, да, сзади. Это ж тебе то же самое кардио, силовое. Понял? То есть можно совмещать. У меня очень там много информации. Зайди, основы бокса, плейлист, вот это, шаман, о, ничего себе. Два года был в боксе, мало, но... Тебе, Саш, извини, напиши мне, я не пойму, тебе 15 лет или 16, или ты 16 лет занимаешься? Я чуть-чуть не понял. 2 года был в боксе, мало, но упор на 15. Так, шаман, давай вот это не начинай людей. Ну, есть талантливые разные люди. Люди пришли вот в эфир спрашивать, задавать вопросы. И нормальные вопросы вот человек задает. Я хоть раскрыл сегодня свой, людям хоть интересно что-то рассказываю, понимаешь? А что ни о чем? За 2 года есть люди за год, там разные, он, принц Хамед был, он за год вышел уже в профи, боксировал, там еще кто. Это от человека зависит. Да не, шаман шутит. О, блин, правая рука сломана. Ходил, я понял. А как так можно было руку сломать, я не могу. На груше, наверное, поломал. А куда тренер смотрел? Бинтоваться нужно, ребята. Очень нехорошо это. Ну, смотря какой возраст, если молодой, то заживет. У меня тоже переломы были. Ну, рук не было, кости тут на пальцах я ломал.
Это все из-за бинтовки, или плохо перебинтовался, или не перебинтовался, или ударил неправильно. Вот. Мне тоже 40, Саш, тоже 40, но я еще, ну, как бы, не то, что я тебя с собой сразу, я вообще говорю, что у меня еще планы, там, я поеду, здесь планирую, по Европе. Восстанавливайся, брат, всего хорошего тебе, пусть Бог поможет, быстрее восстанавливайся. Вот, и прежде, каждая тренировка, если это на груше было, всегда надо мотаться. Ну, я месяц ходил, в основном месяц всегда восстанавливаться. Меньше месяца нельзя. Месяц-полтора, чтобы зажила, потом только боксировать, и то аккуратно. Вот, я всегда ребятам говорю, мотайтесь. О, отлично. Я тоже вольной борьбой, Костя, занимался когда-то. Тоже, ну, как бы так нормально, да, осталось вот это с вольной борьбы резина, у меня там, да, шея, мостик, вот эти все, да, упражнения с той же самой резиной, да, ну, это тоже школа осталась, да, знаю, как схватить, да, как там перевернуть. Но я на смешанные ездил еще, 3 года назад ездил на чемпионат. 3-е место взял, 83,5 килограмм. Ну, я еле... я в Бельгии, пацаны, я в Бельгии. Но сейчас у меня 90, мне пришлось скидывать, это такая мука была, чтобы поехать 83 750, я вошел в вес на бои без правил. Вот. Ну, короче, ладно, то не важно. Ребята, мотайтесь, пожалуйста. Вот, ну, серьезно, потому что особенно если мощные, дури до хрена молодые, дури дофига. Конечно, вы не мотаетесь, начинаете груши мусолить, потом у вас руки ломаются. Восстанавливайтесь. Вот. Про что мы разговаривали, Саша? Про бой с тенью. В общем, найди там видео, если тебе интересно. Там я показываю, я делаю 12 раундов, и у меня 2 раунда в одном режиме, 2 раунда в другом. То есть, понял, у меня на каждый бой с тенью с разными я делаю спортинвентарем, с разными резинками. Вот. Ну и сейчас буду показывать тоже. Я сейчас буду бой с тенью делать. Но я буду с мячиком делать. Пожалуйста, с мячиком буду делать. У меня вот такой мячик есть. Вот, видишь? Вот. Я делаю с мячиком. Вот. Там раунд с мячиком, 2 раунда с файтболом, с резиной. Вот. Так что я рекомендую, если интересно, для разнообразия, да, как, ну, как бы что-то новое узнать, потому что у меня там очень много информации, можете что-то найти, я думаю. Вот. Порядок. Come on, Сава. Je fais cette fightball. No? Do. Окей? Good? Класс. Молодцы. Это подарил пацанам файтбол. Так это, тренируются, учатся файтболом работать. Ну, ко мне приходят тут бельгийские малышни. Ну, тут как бельгийские, тут много приезжих, понятно, там и с разных стран, короче. Приходят тренироваться иногда, да, просят показать там то, короче, так это. Вот. Чуть-чуть молодежь тут тоже подучиваю. Ну, на каком уровне могу, да, разговаривать, но там и подучиваю, понятно, потому что чуть-чуть языковой барьер присутствует, вот. Поэтому, да, посмотри, я думаю, ты там найдешь. Ух ты, ничего себе, Костя. Класс, класс, вы тренер. У меня есть план там, тоже хотел ребят, тренеров с фрифайта, со смешанных своих там, да, подключить как-то там позже, может, к эфирам. Ну, такое что-то, знаешь, для молодежи, ну, типа... Ну, я сейчас конкретно бокс, да, рассказываю, ну, типа направление чисто бокс. А сейчас же тенденция, да, какая пошла ну, ты же сам понимаешь, о чем я говорю, если ты там, вот, тема ММА, да, вот это фрифайт, пошла тенденция, я хотел к эфиру, может быть, как-то гостей подключать, да, там в какой-то бонжур, воскресенье, ну, нормально для себя. Вот, как-то в воскресенье, может, мы как-то спишемся. Для ребят, для молодежи, у меня там и в Грузии, и в Украине, и в России, ну, много кто спрашивает, да, как, вот, вопросы задают. Чтобы был человек, да, и со знаниями борьбы, да, со знаниями бокса, чтобы мы могли какие-то, ну, не то, что просто эфир, вышел там, руками помахал, как бы, ну, я стараюсь все равно дать информацию нужную, полезную, во всяком случае, да, которая, во всяком случае, людям
пригодится, да? Ага, это секрет, Костя. Это секрет. Очень много серий, очень много всяких ударов, но это секрет. Секреты, это секретики. Секретики. Не, тебе, ну, это не то, что там жалко или еще что-то. У меня отдельный план, да, это будет там Patreon, Boosty, я буду делать нарезки. Есть, конечно, Костя. Есть, конечно, да. И срезки, и разные комбинации ударов. Уже лично, да, проверенные, наработанные. Надо будет как-то я думаю, спишемся. Или ты подпишись, мне напиши сообщение, потому что я сейчас еще буду час где-то тренироваться. Вот. Гол! Пацаны пришли в футбол играть. Да, да, ну, а какие серии? Да, обычные, вот. Только я руку закидываю, да, туда. Я с прыжка всегда делаю, да, вот. Раз, два, и отсюда вот я закидываю. Ну, это самое обычное, стандартное, да. Раз, да, кинул человек, раз, туда забросил, и отсюда уже выхожу. Ну, и обычная двоечка с левым боковым, да, допустим. Вот. Какие еще серии? Люблю делать, вот, раз, два, раз, два. Вот, это такая короночка у меня есть. Да, апперкот короткий делаешь, короткий апперкот, и сверху, да, оверхендом. Вот, раз, два. Ну, тоже так. Это такое, да, с таких, как бы, интересных, да, которые мало кто использует. Спасибо, Саш. Ну, я стараюсь, я много на ногах работаю. Вот. Ну, и такого плана много у меня там всяких наработок, Кость. Вот. Вы в Испании, да, вы мне сказали? А, Португалия. Вот. Ну, как-то надо. Короче, у меня есть план, да, чтобы ребятам, молодежь, потому что если уже они им нравятся, а если это они идут, ну, вы поняли, да, фрифайт, вот это смешанное, там же серьезные, уже надо и защиту хорошую уметь, и уметь защитить там и шею, да, пальчик ставить, ну, если вы с борьбой, вы должны понимать, о чем я. И защиту хорошую в боксе, ну, и вообще советы. И вообще советы, да, какие-то там, ну, короче. Так что такие дела. Вот, ребята, я сейчас покажу защиту, да, атаку и отход. Как сделать, да, упражнение, которое для атаки и для отхода. Вот. Мы закончили апперкот. Серию я показал. А, давайте с серией еще, с серией. Вот, серия. То есть комплекс, да, комплекс на удар. Вот. Еще раз показываю для ребят, кто учится. Да, медленно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз. Прямой правый-левый, длинный боковой правый-левый, хук правый-левый, по корпусу правый-левый, апперкот правый-левый. И это надо повторять. Вот, то есть и повторять надо, да, этот комплекс, эти упражнения для того, чтобы была мышечная память. Спасибо. Мышечная память, да, была, заучивалась работа двойки, да, то есть чтобы вы могли совместить все удары, да, скомпонировать их. Вот. Вот, ребята, спасибо, шаман. Вот, ребята, и сейчас будет защита, то есть атака и защита, как атаковать и как уходить. Вот. Вот. Упражнение специальное, да. Специальное упражнение. Мы становимся во фронтальную стойку. Делать его надо вперед и назад. Делаете, выбрасываете левую руку и с левой рукой делаете правой ногой шаг вперед. То же самое, правую руку выкидываете, левой ногой делаете шаг вперед. Левую руку выкидываете, делаете шаг вперед правой ногой.
Правую руку выкидываете, делаете левой ногой, правой рукой. То есть, когда вы идете вперед, это атака. Вот, вы стоите, да? Раз, два, три. Вот, это атака. Троечка, атака. Костя, пожалуйста. Там не то, что просто чуть-чуть, да, план, я не успеваю. Хочу ребятам, молодежь, там, кто с самого начала, хочу им, да, сегодня дать уже вот этот троечку. Ну, как, это не троечка, это атака. То есть смысл вы делаете, выбрасываете левую руку, вес переносите на правую ногу, вес на правую, и сразу же делаете правую руку, вес перекидываете на левую. Сразу же делаете левую, вес перекидываете на правую. Вот, и вот так вот делаете это упражнение, отходите. Вот, отходите. Вот. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, сделали вперед. Сделали вперед. Но когда назад делаете, вы делаете той же ручкой, той же ножкой. Вот. Вот. То есть идете тогда одинаково. Нога пошла и рука. Нога, рука. Нога, рука. Нога, рука. Вперед. Параллельно выкидываете. Да, вот. 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 А назад одна рука и одна нога. С одинаковых сторон. Вот. Вот. Вот это упражнение, ребята, рекомендую использовать, ну, хотя бы 3 раза. Да, никто не мешает, нормально. Это пацаны ко мне сюда приходят. Ну, тут половина тех, что я знаю, те, что тренируют. Это молодежь, а где им тренироваться? Вот. Вот, ребята, и это упражнение я вам рекомендую 3 раза в неделю хотя бы делать. Когда вы уже поймете его смысл, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, вот, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Когда вы уже поймете, а я на защиту обещал сегодня. Эйджи, я обещал сегодня на защиту, я не помню. Ну, сейчас что-то расскажу, я не помню уже. Потому что я себе планирую, мы договариваемся, я себе планирую. То есть вот это вы заучиваете, вот. Вот это вы отходите, атака пошла, 1, 2, 3, отошли. Надо атаку сделать, вот, пошли вперед. Вот. Вот. Отходите, вот. Вот делаете атаку. Вот. То есть 2 упражнения, они делаются чуть-чуть с разным, по-разному, да, назад. Одна ножка и одна ручка, вот, 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 а вперед наоборот, вот. Это вот для ребят, кто начинает. Не, 2 не умею, я только 3 сразу бью, сразу 3 летит, 2 не. Не могу уже, все, уже мозгу даю сигнал бить 2, а он 3 автоматом выкидывает, видишь, не могу сделать. Вот. Вот, ребята, это вам для атаки и для отхода. То есть для отхода, вот на вас идет атака. 1, 2, 3, а там уже дальше. Вот. То есть, потому что есть, да, люди идут, ну, конкретно, да, если мощнее, может быть, попался. Он будет на тебя идти, а ты отходишь и работаешь, да, прямыми на отходе. Потому что разница большая. Да, когда ты просто отходишь, ты можешь 2 раунда просто отходить. Да, либо же отходить с ударами. Конечно, вот. Но я по-разному делаю. Я, бывает, ставлю ладошку, бывает, кулак здесь сюда держу. Но в основном я бью всегда так, чтобы плечо было на челюсти. Саша, плечо на челюсти. Вот. 1. И вот закрылся полностью. Вот, да, полностью закрыт. Вот. Ну, я тоже вообще учить так и надо. Вообще учить так и надо, Саш.
Это правильно, так это база, это классика. Это классика, вот. Раз ты перекрылся, вот полностью. У тебя здесь плечо, да, вот. Плечо полностью закрыло, с этой стороны рука или с этой стороны. А там уже, да, от манеры боя зависит. Ну, я стараюсь классику все равно ты по-любому начинаешь, даже ты спарринговаться или бой какой-то. Ты в любом случае будешь сначала по классике работать 3, 4, 5, сколько тебе хватит раундов. Потом уже будешь делать то, что там останется у тебя в запасе. Вот. Вот, ребята, это для молодежи. Еще раз показываю. Раз, два. У вас вес переносится на ту ногу, которая, вот, это нога сзади, да? Вот, которой вы руку выкинули. Вес вы перекидываете сюда. Раз, и теперь этот вес выкидываете сюда вперед. Раз, ногу отходите, а вес закидываете. Но когда идете вперед, вы вес кидаете на переднюю ногу, на другую. То есть рука левая, нога правая. Рука правая, нога левая. Да, по классике там как бы... Можно и так. Не, Кость, я для этого. Я для... Ну, это классические упражнения. Да, с советской школы бокса. Вот оно делается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь. И вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я просто к тому, чтобы его молодежь, да, заучивала, ну, как его делать. Понимаешь? Ты, понятно, что ты там раз-два кинул, ушел сюда, или же, да, сделал циркуль, развернулся в эту сторону. Это понятно, но это тяжело, Кость. Понял? Я для новичков же эфир. Вот. И все, вы пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, правильно, Артем, это база, конечно. Это база. Ну, в любом случае, потому что, а как человеку научиться? Ты же ему не будешь рассказывать, ты сейчас вот так делай, да, а потом отходи назад, да, меняй стойку или там циркуль разворачивай. Человеку для начала надо... А, хорошо. Я понял, то ты просто написал, типа, как ты делаешь. Конечно, ребята, пишите, советуйте, рекомендуйте, потому что молодежь смотрит. Вот. Да. Вот, а завтра я планирую начать уже свои тренировки, те, которые я сам делаю для себя, для своего веса, для своего уже собственного развития, да. Вот, база рулит, Костя, по-любому, потому что, ну, заучить надо, это как математика, да, то же самое. Математику надо в таблицу умножения выучить, в магазин придешь, ни хрена не посчитаешь. Вот, по-любому. Но это же эфир для новичков, да, базу я даю, вот, ребятам, кто хочет научиться. Спасибо за лайки, пацаны, спасибо большое. Вот, еще раз показываю медленно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. И пошли, здесь уже противоположная нога, противоположной руке. Не забываем корпус чуть-чуть вперед. Вот, 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 вот. Быстро это выглядит вот так. Вот, это выглядит быстро. Все, ребятки, это для тех, кто... Для ребят, кто учится только, вот эта база. Сегодня крайняя была тренировка. Сегодня была крайняя тренировка. То есть вы во время атаки вот, делаете, да, ушли. Во время, ну, когда вас атакуют. Раз, два, вы должны запомнить. И когда вы атакуете, тоже... Если нужно сделать сближение, вы используете это упражнение. Вот, все. То, что сегодня... Да, ну я переучивался, прикинь, у меня 112 килограмм было, я начал, когда спарринговать, так нормально уже, там соревнования, я начинал в супертяжелом весе. Но мне и тогда тренера уже говорили, что ты лучше работаешь на ногах, чем некоторые там 80. И я теперь скинул, я полностью переучился, я раньше работал просто на удар, да, вот, ушел, бэм, ну, ты понял, короче, на одну пушку. Так, Артем, я занимаюсь больше 20 лет, мне не тяжело, потому что, когда ты базу не повторяешь, ты правильно, если сейчас вот человек правильно сделал, написал смс, это для молодежи, ребята.
когда ты не повторяешь базу, не повторяешь, да, год, два не повторяешь, 3 у меня такое было, то ты начинаешь уже начинает мышечная память забывать. То есть человек может 15 лет делать базу, потом 3 года не делать, и у него уже начинают появляться пробелы, зазоры. То есть базу делаем по-любому. Базу делаем по-любому. У меня во всех упражнениях, во всех тренировках база по-любому. Ну, хотя бы вот этот комплекс, да. Вот комплекс я поделал быстро, да. Вот. Поделал вот эти отходы, да. Подходы вот поделал. Что там еще с базы? Ну, могу удары тоже по-одиночному даже поотрабатывать. Прыжки. Вот, прыжки, что же самое, да. Одиночные, да. Раз, два, вес покачал. Вот эти прыжочки, да, на носочках. Вот, вверх. База очень правильно. Человек написал, вот, Артем. Очень правильно. База по-любому. База по-любому. Вот, потому что мышечная память, она, особенно уже с возрастом, я по себе начал замечать. Я что-то делаю, да, ну, это вот с такими, со своими ровесниками делюсь. Делаешь что-то, да, вроде класс, там уже, оно у тебя точно, а потом бубух провалился. А что ты провалился? Потому что уже все. И когда ты базу постоянно, да, шлифуешь, у тебя этих провалов не будет. Ну, с возрастом же, да, все понимают, что, ну, уже мы стареем, не молодеем. Сори. Меня молодежь расстрелять решила. Вот. Все, ребята, сейчас буду делать бой с тенью. Не знаю, сколько раундов смогу. Ну, знаю примерно, но не скажу, сколько получится. Ну, так правильно, это так, это правильные удары должен такой быть, вкладываться никогда, ну, чтобы научиться правильно бить, надо быть легким, плечо еще вперед надо выставлять. Вот, вот удар бьется, вот, раз, раз, свободно, вот, ручки впереди, плечики чуть-чуть впереди, вот, раз, вот. Правильно, ручки, все расслаблено должно быть. Потому что 30, не помню, по-моему, 17 килограмм достаточно, чтобы в нокаут отправить человека. Я не знаю, посмотрите, кому интересно в интернете. Статистика. По-моему, 17, если я не ошибаюсь, что-то в районе 20 килограмм достаточно, да, если ты попадаешь в челюсть, чтобы человек отправился в нокаут. Зачем тренировать удар сильный, либо же вкладываться? Я сейчас, вот я недорассказывал, я когда начал вес скидывать, да, 100, со 112 килограмм, вот сейчас у меня 90, но это я уже давно скинул, да, до 90. Я имею в виду, что я полностью переучивался. Что 80 килограмм? Витамба, что 80 килограмм? Скажи, пожалуйста. Надо, чтобы человека вырубить 80 килограмм? Нет, я не буду с тобой спорить, но я думаю, что меньше. Ты представляешь, что такое 80 килограмм, если в челюсть прилетит? Не? Я думаю, не надо и представлять. По-моему, не знаю, не буду спорить, ребята. Я знаю, что очень мало. Может, 35, может быть, где-то так. Поэтому лучше работать, да. Я переучился полностью. Я работал раньше на 1 удар. Вот, ну вот, видишь, Артем глянул, ну или знает. Поэтому не надо, оно не нужно никому. Вот это, ну как бы не, ну классно, когда здоровый, ну у меня. Ну вот, видишь, Артем. А я так по памяти просто помню, что, ну ты понял, я знаю, что если у меня, знаете, пацаны, я тут поделюсь, да, личным опытом. Я знаете, когда понимаю, что я не прав, ну да, я где-то работаю, ну боксеры знают. И ты понимаешь, что ты или же устаешь быстро, да, либо же у тебя удар не получается, да. Ну, в основном это усталость, и где-то ты не дожимаешь. Я начинаю тогда уже, ну да, тогда уже начинаешь анализировать, что ты неправильно делаешь. Ну, то есть я методом науки, ну, как бы практикой, да, искореняю там ошибки. Ну, вот у меня так. Тогда какие 1000 килограмм, Шамана? Ну, никому нахрен не надо. То у Тайсона был 1100 удар. Ты представляешь, что, ну, зачем это здесь? Ну, это люди инвалиды, ну, человек инвалидом может остаться.
Не-не, про силу удара. Про силу удара. Ну ладно, неважно. В общем, у меня методом, все тренировки методом практическим, да, вот. Ну, это так, да, со своего личного опыта. То есть, когда я вижу, что я что-то не дорабатываю, почему я прошу, ребята, приходите, пожалуйста, говорите, потому что мне сейчас, ну, я планирую уже в мае ехать, да, такие соревнования там городские будут. Вот, чтобы ребята приходили со стороны, говорили, там, то не то, то не то, ну, потому что со стороны ты не увидишь. Ну, ты никогда не увидишь, ты можешь думать, да, ты, блин, такой профессионал, там, и бегаю быстро, и бью быстро, на соревнования приезжаешь, тебе в первом раунде отправляют. Ну, у меня такое, я вообще просто рассказываю. Себе никогда не надо медали там навешивать, что ты все знаешь. Никто ничего, все никто не знает. Это точно. Вот. Один Бог все знает, а люди все не знают. А что со стороны не увидишь, шаман? Наоборот, со стороны весь прогресс, когда тебе люди со стороны, если они знают, я очень много моментов, которые помогли именно люди, близкие, там, да, тоже боксеры или со стороны люди смотрели. По-другому ты не научишься, а если ты сам будешь заниматься. Бывает, Артем, бывает, но после 40-то уже, я мажу. Да, ну, и поэтому я прошу всегда, говорю, ребята, приходите, я наоборот, потому что прогресса не будет, это я вам 100% даю. Я когда малой был, да, там начинал 18-20, да ты что-то, кто тебе что-то скажет, ты никого не слушаешь, сейчас уже понимаешь, потому что переучиваешься, в 35 начал переучивать, да, много чего. Потому что молодежи советую всегда прислушиваться, да, может человек тебе сказал, действительно так, как оно есть, да, ты, из-за своей гордости, да, или чего-то там. 8 сейчас у меня рекорд свой 8 килограмм за 1,5 месяца. Ну, это каждый год происходит. 98 700, сейчас у меня 90 800, ну, на данный момент. А со 112 долго сгонял, не знаю, лет 5, наверное. Ну, как, я не то, что прям сразу взял и 90 сделал. Я сначала 105 сделал. Вот. 105. Я, по-моему, никуда не ездил, ничего, у меня какой-то застой был. Ну, вот. Конечно, так и надо и делать. Я вот и веду специально, я потом пересматриваю, сам главы делаю, да, пересматриваю. Вот. Короче, сегодня, блин, так молодцы. Ребята, чтобы приходили, я уже жду, все время в эфире говорю, приходите, задавайте вопросы, давайте информацию, делитесь, чтобы, толк какой-то был, да, позаниматься я и сам могу там пойти, вот, так что всем спасибо, кто пришел, кто поддержал, за советы, за рекомендации, и все-таки думаю еще сделать еще бой с тенью, наверное, нужно, я думаю, вот, давайте, наверное, я сейчас, да, вот Саши, Ребята, молодежи, советы, рекомендации. Вот я поработаю. Молодежь приходит тоже тренироваться. Да, по поводу ног Артем спрашивал. Да, мажу этим самым гелем специальным. Я забыл, как он называется. Недавно начали ноги болеть, кстати. Вот после 40-то. До этого не болели. До этого ничего не болело сейчас. Ну, надеюсь, что у меня там тоже питание кое-какое взял натуральное, там женьшень, это гинкобелобу, серу МСМ, это сера специальная, она как раз для суставов. Вот, сейчас комплекс пропью месяц. Вот, потом результаты, может быть, сделаю, или же видео, или в эфире расскажу. Вот. Решил пропить женьшень и гинкобелоба, витамин С с омегой-3, вот. И вот это сера МСМ. Вот. Посмотрим, эффект какой будет. Я химию стараюсь никакую, вернее, не стараюсь, а не употребляю вообще. Вот, только натурально. Вот, и ребятам, да, новички, кто смотрит, вот, для первое, допустим, начали. Да нет, это долгий, Саша, это долгий был, долгое время это было, это не быстро было.
новички, кто смотрит, ребята, первый раунд делаете спокойно, вот, и работаете над теми, да, знаниями, которые у вас есть, вот, которые вы выучили, да, вот, и вы их отрабатываете в бою с теми, да. Вот. Второй раунд можно сделать, да, тоже там, что у вас, ну, вы чувствуете, что не очень хорошо получается, да. Второй раунд сделать, допустим, нырочки, да, там, уклончики, вот. Так что, скидывал. Да, хорошо. Non, c'est après, hands security. Non, c'est à la maison. Поэтому après, I training every day here. Training every day, 7 o'clock. You see, we go to my training. I have security hands. You see, go my training. Вот. Ну, малыши, это, ребята хотят на тренировку приходить. Вот, говорю, сколько же. Вот, поэтому первый раунд работаем спокойно, разбрасываемся, да. Во втором раунде уже можно поработать, допустим, над теми моментами, ошибками, да, которые чувствуете, да, что у вас там что-то не получается. Нырки. Нырок должен быть как одно движение. То есть я сейчас для новичков, да, рассказываю. Нырочек, вот, должен быть как одно движение. То есть вы не вот так вот его делаете, не вот так, а это как одно движение. Вы упали, вот так упали и вышли, вот. Вы вниз проваливаетесь. Почему он нырок называется? Потому что вниз вы проваливаетесь, вот, и сразу выходите. Вот. Уклончики тоже, да, с разворотиком можно поотрабатывать. Ну, то есть, как контрольная работа, да, отрабатываете ту базу, которую уже получили, да, то есть, если же смотрите мои видео, да, то, что мы учили, прямой, боковой, хук, вы должны, когда делаете бой с тенью, постараться совместить это все и представить, что вы, да, делаете бой, ну, происходит бой, вот, совместить. То есть можно лучше всего делать перед зеркалом это. Вот. То есть нырок вы должны отработать, это должно быть как одно движение. Вот. Раз и вынырнули. Раз и не вот так вот. А вот раз и вы вынырнули. Оно должно как одно движение делаться. Саша, долго я сгонял. Я сначала 105 скинул. Сначала 105 у меня. Спасибо за лайк, ребят. 105 у меня было. Где-то, наверное, ну, за год. Ну, как бы у меня, наверное, даже до 105 мне не тяжело было скинуть, потому что... Ничего, Иван, мне просто 40 лет, и я с людьми еще общаюсь. Вот. Иван, еще общаюсь с людьми, да, и делаю тренировку. А так все нормально, слава Господу Богу. Не, Артем, я в двух стойках работаю. Вот. Стараюсь работать в двух стойках. Ну, а дыхалку чуть-чуть, конечно, надо подтянуть. Вань, конечно, надо подтягивать. Я сейчас убрал 8 килограмм за чуть больше, чем за месяц. Теперь у нас сейчас вот со среды начинаю бег, уже будут кроссы.
Не, наоборот, оставайся. Не, я ж не для того, чтобы ты ушел. Вот. Не, не, я ж не для того, наоборот, оставайся. Ну, я вообще у меня, не, я не левша, я правша, у меня просто левая хлесткая, да, и сильный удар. Я и в той, ну, начал учиться уже давно. Понял. Вот, начал учиться, вот, переучиваться. Вот. Ну, чуть-чуть тяжело разговаривать, да, и работать. 90-800 вес, Вань. Как ты думаешь, нормально? Не, ну вообще нормально, я уже привык, потому что я ж в эфире, да, я ж не этот. Не мое кино. Не больше, это, наверное, отзеркаливает. Я работаю, вот, сейчас я в левосторонней стойке, вот, это левосторонняя. Вот. А вот правосторонняя, вот сейчас у меня левая, вот, сзади. Вот, снова в правосторонней. Да, вот сейчас, ребята, тоже с мячиком, вот то же самое. Ручку возвращаем, да, вот и работаем с мячиком. Вот, раз, два. Вот, сейчас чуть-чуть темп можно скинуть, да, поработать с мячиком. Вот это, Саш, вот, для тебя. Вот, с мячиком, да, темп сбросили. Вот, и пошли работать. Пошли работать, да? Раз. Ручку не забываем, ребята, ручка. Да, мяч, ручку не забываем возвращать. Кинули, да, ручку вернули. Вот. То есть не вот так вот, не вот так, вот. Кинули, да, хоп, ручка вернулась. Да. Раз, два. И сразу с подшагами делаем. Вот, кинули. Раз. Вот. Раз, два. Да, с подшагом сделали. Вот. Раз, два. И назад отошли. Раз, два. Вес тут. Раз, назад отошли. Все, пошли, просто поработали. Вот. Я переучился, начал работать. Ну и реакции, что же, и ловкости мячик тоже шучит. Его ж надо поймать. На днях хочу сделать видео, дам. Ну, класс. 40. Хочу сделать видео, да, для реакции, какие упражнения, не знаю, когда. Вот, и я, Саша, вот так, это ж ты говорил, что после кардио. Вот, и я себе сделал и кардио, но сейчас с собой нету. Я и резину беру, и на ноги резину, понял? И делаю бой. И в супертяжелом, и в тяжелом. Вот. В супертяжелом и в тяжелом. Вот. Вот, и потихоньку, да, делаем тоже. Вот поэтому я, Саша, это ж тебе рассказываю, да, совместил. Да нет, сигареты вообще это вред страшный. Вот, Саша, для тебя, да, совместил, не могу договорить. Совместил, да, и кардио что же, да, ты темп меняешь, для кардио. Вот, ты ж не только сейчас, да, руками кидаешь, ты еще ловишь, мелкая моторика. Вот, это тебе, вот, заменить, да, бой с тенью. Спасибо большое, Магвай. Спасибо, но я приветствую. Но я мне не давали эти таблички, я сказал, не надо, у меня времени не было. Вот, люди говорили, да, тренера. Ну, спасибо, да, все равно спасибо. Ага. Приходите на тренировки, да, рекомендации, советы. Молодежи много приходит. Вот, какую-то информацию полезную стараюсь, да, передать. Вот. Спорт, бокс, да, комплексные тренировки. Тоже упражнения с борьбы, с бодибилдинга. И бодибилдингом успел тоже позаниматься в жизни. Вот.
Сейчас, ребята, еще один раунд с мячиком. Вот, и потом файтбол покажу новый. Мне пришел недавно, может, кто видел, кто не видел. Новый файтбол пришел. Веномский, профессиональный, с 2 шарами. Вот, резинки 2. Одна длиннее, одна короче для тайминга. Вот, одна, ну, для работы обычная, да. Одна для тайминга. Вот, так что, кто хочет, оставайтесь сейчас вот этот раунд. Сделаем с мячом, да. И покажу там, что, ну, какой мячик. Он специально технологически резинка рассчитана на тайминг. Это Веномский, это ж фирма типа модная. Вот, такие дела. Поэтому рекомендую разнообразить, да, что, допустим, бой с тенью. Вот я делаю так, с мячиком, да. Еще гантельки килограммовые, вот, использую резину, использую на ноги резину. Потом есть у меня там жгуты специальные, да. Ну, в общем, разные варианты. Разные варианты. Еще такие дела, ребят. И вот этот пришел же мне, этот самый, да, рефлекс-бол этот веномский. И там вот эти резинки, они, оказываются, технологически как-то сделаны. Одна то, что длиннее, ну, для работы такой, да. Ну, то есть, там можно развернуться, да, срезку сделать. А второй с короткой резиной, он именно на тайминг. Именно, да, для тайминга. Вот я сейчас закончу вот это. Вот. Хочу показать вам, может, кому интересно. Молодежь, он уже просится, говорят, в следующий раз хотят прийти тренироваться, надо какую-то программу. Сейчас бокса меньше, мой тач. Да не, я уже для себя оставил, Саш. Уже как-то нет. Больше, да, делай то, что ты умеешь уже, да, как говорится. Не, ну развиваться надо всегда. Развиваться надо всегда, пределов нету развития. Не села еще. Вот, сейчас покажу. Вот один вот такой мяч длинный. Вот. Профессиональная технологическая, да, резинка. Спасибо за лайки, ребят. И один короткий вот для тайминга. Вот, сейчас буду делать. Уже раунд начался. Сейчас сначала длинным. Вот. Потом, ну, короче, классная штука. Мне понравилась. Я вот это второй раз только буду делать сейчас. Очень хорошая для тайминга. О, надо привыкнуть. Надо чуть-чуть подпривыкнуть к ним. Профессиональная уже идет вот этот мячик, резинка, она рассчитана.
Ну, такое хорошее, чувствуется. Качественный. У меня до этого был такой обычный. С легким мячом. Здесь мячик 80 грамм. Но надо привыкнуть, это вторая тренировка только. Вот. У меня был легкий, его можно было лупашить как угодно. Здесь технология. Вот здесь резинка непростая, мячик рассчитанный, вес, все. Вот это профессионально. Хорошая штучка. Ну, для боя с тенью, вот это Саша. Вот видишь, я как заменяю. Ну, не то, что заменяю, я разнообразие, да? Вот. Вот. Поработал, да, без ничего. Потом поработал с резиной, да? Потом поработал с файтболом. Вот. Ну, так вот улучшается и кардио, и выносливость, и реакция. И тут такой мяч 80 грамм, что если в голову прилетит, то мало не покажется, короче. Ну, короче, надо обороты набирать. Вот. Еще раунд сейчас сделаю. Минутку отдохнуть. Вот такая штучка. Спасибо за лайки, ребят. Так что это мне парень посоветовал, я выкладывал видео. Спасибо, кстати, если смотрит или будешь смотреть. Подсказал мне. Потом созвонился еще там с ребятами. Да, уж прогресс не стоит на месте. И вот это порекомендовали, что надо мячик тяжелее. Да, потому что оно идет уже рассчитано, да, его специально делают для тайминга, для вот, то есть для реакции. Ну, специально рассчитано, не просто там какой-то мяч одели, резинку с трусов ставили, да, и продают. То есть специально. Вот. Это что такие есть уже поразрабатывали всякие устройства. И он рефлексбол называется, не файтбол, обычно раньше файтбол называли его. Здесь рефлексбол. Ну, типа, да, рефлексы отрабатывал. Ну, оно, в принципе, тот же самый. Вот. Сейчас раунд этим сделаю. Ну, тоже нормально разбрасываться можно. Тоже он дает тебе время, да? Если сильно его не лупить, если сильно бьешь, то тогда он летит очень быстро. Надо среагировать, да? Уйти от него. Ну, как защита тоже. Отрабатывать защиту. Я думаю, еще пару тренировок я уже к нему приловчусь. Некоторые в перчатках делают, если тяжело, ребята, кому-то кулаком, да, начинайте в битках делать. Вот. В битках будет попроще. Тоже можно отходы, подходы делать. Вот так, как я показывал сегодня, да? Раз. То есть, ну, вперед пошел. И назад точно так же. Вот, вперед пошел. Назад. Вот, можно комбинировать, да? То есть, если кто новички начнет заниматься, вот можно комбинации делать.
И точно так же можете подкинуть, половить. Вот. Вот то же самое поделать, да? Вот он никуда не денется, потому что на веревке, на резинке точнее. Вот. То есть для реакции нормально. Вот. Такая штучка. Ну это я уже, ух ты, на лоб принял. Принял на лоб. По старое мастерство не пропьешь, называется. Лоб был подставлен вовремя. Хороший шарик, 80 грамм. Я взвешивал дома на весах. Ну, для начинающих можно обычный взять. Обычный. Да, самый недорогой. Это ты. Мерси, мерси, бро. Ну, you have 5 balls. Yes, yes. You have. Вот. Но надо training every day. Every day training. Да, after good. Come my training. We training. No, set. Athletics, bodybuilding. Yes, body. Угу. Вот, а сейчас, ребята, покажу, да, короткий. Вот этот. Сейчас пару раундов. Спасибо за лайки. Вот пару раундов покажу. Здесь уже он короткий, да, больше на тайминг. Больше на тайминг идет. Вот, и пошел. Да. Вот, и он резкий тоже такой, потому что тяжелый. Вот, резкий, как шампанское детское. Поэтому здесь такими коротенькими, да? Вот как на тайминг вроде бы работаешь, да? Вот, хорошо. Вот, и пошел. Да. Тоже, если что, да, взял, вот, поработал, покидал. Раз, два, посближался. Вот. Очень шустрый. Темп можно регулировать, видите, я его раз и пошел вот на тайминг. А можно быстрее, да, вот. Пошел, вот. Ушел, уклонился. Ну, для молодежи, ребята, еще раз, я уже 1000 раз говорил, ну, скажу еще раз, это тяжелый будет. Тяжелый, либо же начинать работать, да, в биточках. Не забывайте руку возвращать. О, для тайминга идеально. Ух! Отлетает так добротно. Нормально для реакции тоже. Ну, не зря ж рефлекс-бол называется. Так что вот так вот, Саша, если смотришь еще, да, вот я такие делаю, да, так бой с тенью заменяю, вот. Ну не заменяю, точнее, вот я работаю, да, с мячом, с гантельками, вот. Да, чуть-чуть устал, ну я не устал, я имею в виду, что можно взять, да, заменил,
Вот, покидал его. Вот, поработал. Раз, два, три. Да. Вот, такие ребята. Такой бой без тени, хотел сказать. Бой с тенью. Вот. Еще один раунд сделаю. 7-й, наверное. Вот, и все, хватит на сегодня. Всем спасибо, кто... Подписывайтесь, ребята, кому интересно, рекомендуйте, может, кто хочет. У меня там уже плейлист целый, да, для начинающих я сделал. Вот это сегодня тренировка крайняя. Я там дал удары, защиту, базу по всем ударам, упражнения всякие подводящие, уклоны, нырки, работу на груши, с чего начать, как начать. Ну, короче, есть там немного информации. Может, у кого-то, да, друзья хотят начать, нету там зала рядом. У меня здесь вот 70 километров ближайший зал, я не могу никак доехать, поспарринговаться. Вот. Сейчас еще один раунд сделать. На тайминг вообще отлично. Так что рекомендуйте. У меня там есть и комплексные тренировки, да, не только бокс. Вот, а там и с бодибилдинга упражнения, и с кроссфита, и разминки, да, для тоже любых возрастных категорий подойдут и дыхательные упражнения. Там и колесико, и гантельки, что хочешь, короче. Вот. Уже разбросался нормально. Сегодня крайняя тренировка, да, для... Ух ты, успел. Крайняя тренировка, да, для ребят, кто хочет начать, там информации на 3 месяца уже. Ну, я имею в виду база. Да, база есть, с чего начать, да, вот, как заниматься. Ну, боковые тоже залетают. Ну, так что приглашаю. Приглашаю в эфир, приходите. Надо общий какой-то эфир сделать. Все ребята, кто тренируется, подсказки, там, советы. Вот молодежи много приходит. Сейчас не знаю, смотрят, не смотрят. Но у меня план такой, да, я тренируюсь сейчас самостоятельно, вот, даю такую информацию для новичков, да, чтобы не делали ошибок, которые я делал. Садится телефон, походу. А ну сейчас. Чтобы не делали моих ошибок. Вот, рекомендации, советы. Садится, ребята, телефон, наверное, уже все. Сейчас включу зарядку. Все получится. Ну, еще включилось. Надолго, не знаю, хватит. А вообще видно меня, кто-то может написать. Если нет, я тогда отключусь. Или слышно. Если не слышно, не видно, я тогда отключусь уже. Вот. Потому что телефон сел. Я забыл включить зарядку. Нет, это зеленый экран какой-то включился. Что это такое? Ну, так что приходите, может, какой-то воскресенье, совместный эфир, да, там с тренерами. Вот у меня такой план. С ребятами, с борцами, кто тренирует. Вот там приходил Костя, по-моему, тренирует молодежь тоже в вольной борьбе. Да, какой-то эфир, да, совместно делиться, там, не знаю, опытом. Все. Все, ребята, наверное. Не, заряжается. Еще уже все, посадил, сел телефон. Я не увидел. Вот. Сколько-то раундов я сделал, не знаю, 7 или 6, наверное. Вот, бой с тенью я делаю. Ну и все, это у меня после выходных. После выходных такая тренировка, да, она, ну, как сказать, в субботу, допустим, я делаю силовую, да, боксерскую, там с резиной, там на удары. Вот. А в понедельник разбрасываюсь, чисто без веса, без ничего. Делаю чисто такую тренировку, чтобы разбросаться. Ну, мышцы забились, да. Вот, в понедельник начинаю, разбрасываюсь.
Такая у меня система. А вторник, среда, в среду уже начну. Раунд 9. 8 раундов получилось. Начинаю уже полную, да, тренировку буду делать с кроссами, с разминками, со всякими буду добавлять. Вот. Так что, кто хочет, ребятки, приходите онлайн, делитесь своим опытом тоже. Вот. Молодежь приходит, да. Кто чем занимается, какие советы, рекомендации. Эфир здоровья, короче, будет. Я называю эфир здоровья. Да, оно у меня и уже, да, 40 лет уже выработалась такая, да, уже и концепция, да, и упражнения, комплексы вот эти все, они у меня уже заточены. Я не ну, реально, я делаю много, я не мало. Ну, может и мало для кого-то. Но я не устаю практически, да. То есть у меня такие, как я как-то уже так поскомпонировал свои тренировки все. Вот. Ну, бывает, да, бывает, что ты устаешь, понятно, перезанимался или что-то, это очень редко. То есть в таком диапазоне работаю, да, что улучшается здоровье, слава богу, да, и уже знания есть для этого. Поэтому приглашаю, у кого... Пардон. No regard. You people, Спасибо за... people regard combien? People.